Друзья, всем привет! За окном темная ночь. Сегодня 6 сентября, а это значит то, что буквально совсем недавно прошла АМА-сессия, и записываю это видео прямо с пылу, с жару, прямо вот для вас. Давайте разберем все моменты, которые озвучивались на АМА-сессии, и пообщаемся в комментариях на эти темы. Многие вопросы были озвучены участниками из нашего телеграм-чата и канала. Поэтому, если вы еще не подписаны, то переходите по ссылочке в закрепленном комментарии, подписывайтесь и давайте вместе с нами обсуждать все происходящие события из мира Волкин. Первый вопрос касался рангов котов. Человек интересовался, как с этим можно взаимодействовать, да, что там будет, что на что будет влиять, и, собственно, получить хоть какую-то информацию в качестве спойлера. Ответ мы получили примерно следующий, что то, как работают ранги, да, вот этот вот алгоритм мы видели, уже наблюдали на предыдущей лотерее, где, напомню, если кто не помнит, там влияло на шансы, продали мы кота или нет. Только в данном случае у нас еще добавляются следующие факторы, такие как возраст кота нашего, уровень кота, продали мы первого кота или нет, но это уже относительно прошлой лотереи, а также несколько скрытых других факторов. Мне кажется, они сюда еще зашьют скрытым алгоритмом то, сколько занес пользователь, сколько купил монет, сколько он, соответственно, ходит, и то, что ходит, это 100% они также занесут. И что еще? Наверное, количество одежды, то количество одежды, которое есть на аккаунте у человека, и сколько он покупал, да, наверное, сколько принес монет в виде комиссии в общий фонд. Просто такие вещи, мне кажется, не озвучивать на АМА, чтобы это не было какой-то официальной версией и не поднимало лишние вопросы. Вот. Но, во всяком случае, мне кажется, это довольно логично сделать, да, чтобы поощрить определенную категорию пользователей, да, которые, соответственно, донатят, играют, ходят и всячески поддерживают баланс игры в положительном ключе. Идея с рангами, она действительно очень здоровская, очень интересно, как она будет работать, как она будет функционировать, вот, и очень-очень ее ждем. Но, опять же, супер какой-то конкретики они не сказали. Далее, следующий очень важный, очень вкусный момент – это реферальная программа и амбассадорка. Два вот таких вот жирных, вкусных момента. По поводу реферальной программы, ее мы можем ожидать в течение ближайшего месяца. Во всяком случае, такие сроки прогнозировали разработчики на нашей АМА-сессии. А что касается амбассадорки, тоже она выйдет в ближайшем будущем. Поэтому рекомендую следить за новостями и быть подписанным на наш телеграм-канал, ссылочка в описании, и, естественно, на официальный телеграм-канал команды Волкин. Что такое амбассадорка, если кто не в курсе? Это такая функция, такая фича, да, когда проект запускает свою систему лояльности, если можно так сказать, да, когда вы ведете какую-то деятельность полезную для проекта, и, соответственно, проект вас поощряет тем самым, что вы можете сделать. Если вы дизайнер, то вы можете делать определенные картинки, определенные, не знаю, мемасы, да, с Волкином, и тем самым претендовать на их амбассадорскую программу. Также, если вы, допустим, музыкант, можно написать какую-нибудь песню, ремикс или еще что-нибудь, да, какой-то вклад сделать в сообщество и тем самым в популяризацию проекта. И данный YouTube-канал, он тоже попадает под стандартное определение амбассадорской программы. Посмотрим, как разработчики включат меня или нет. Вот. Но, во всяком случае, это то, что каждый из вас, абсолютно каждый может сделать. Это взять телефон, поставить камеру и, соответственно, рассказать о проекте в социальных сетях, тем самым привлечь пользователей, да, скачать приложение, взаимодействовать с игрой и уже разобраться в блокчейне. И стоит ли говорить о том, что если вы ничего еще не умеете, да, но хотите попробовать, то обязательно пробуйте, и у вас все будет обязательно получаться. Вот. Практика, и все будет у вас замечательно. Поэтому не стесняемся, начинаем записывать музыку, начинаем клепать мемасики, присылайте их нам в телеграм-чат, записывайте YouTube-каналы, создавайте, да, и записывайте ролики. Будем выходить с вами вместе на созвоны и участвовать в амбассадорках.
Следующий вопрос касается roadmap, когда она появится. Ну, мы с вами также обсуждали этот вопрос в Telegram-аккаунте. Разработчики ничего нового нам не сказали. Пилят информацию, да, и скоро она будет вывешена на, собственно, сайте. Roadmap, если кто не знает, это road, путь, map, карта, да, путь проекта, по которому проект следует, и мы можем отследить определенные точки на вот этом вот пути, сможем отслеживать вехи проекта. Вся эта история, она помогает нам отслеживать, насколько быстро, насколько в правильном векторе движется проект, да, и смотреть, что мы можем ожидать от него в дальнейшем. Вот. Здоровская фича, обязательно ждем. Также, естественно, был затронут вопрос по поводу комиссии с вывода пендинг аккаунта, да, с пендинг аккаунта на основной кошелек. Что нам там сказали? Первое, что это разработчики признали то, что да, как бы, ребят, мы поспешили, мы поторопились, есть некоторые недоработки, вот, и мало того, что просто выкатили, так еще и с пендинг аккаунта есть момент, что мы не могли с вами купить котов на маркете, вещи на маркете, да, то есть как бы деньги получились залочены. Вот, их можно было потратить только на прокачку котов и на бризинг, хотя прокачка не всегда бывает выгодной, да, иногда бывает выгоднее купить своего кота. Также было озвучено, что комиссия за вывод с основного кошелька это в принципе адекватная история, да, многие проекты так делают, поэтому в этом нет ничего особенного, но так как есть большое количество скамовых проектов, то, которые просто лочат ваши средства, да, и не дают снять определенный объем, вот, тем самым удерживают цену токена, то как бы имидж портится, да, и получается негатив. Ну и вся эта история затевалась для двух основных вещей. Да, первое — это уменьшение количества транзакций в сети Solana, потому что тут есть два момента. Первый — это комиссия, которую за нас платят, хотя это и не было озвучено, но это понятно. Вот, и количество, чем больше транзакций, да, тем, соответственно, большее количество комиссии за нас платят разработчики. Вот, за каждую транзакцию. Но также это нагрузка на сеть. Иногда бывают разные сбои, да, и получается, что чем больше транзакций, тем больше разных кейсов, которые приходится разбирать. Вот. Но мне кажется, основная идея — это, конечно же, комиссии, которые не хочется платить. В принципе, я с этим соглашусь, зачем платить эти комиссии. Ну и второй момент: чем меньше транзакций, тем меньше разных сбоев, тем меньше, соответственно, кейсов разбирать поддержки. Вот. Но мне кажется, что основной мотив — это уменьшение комиссий, которые платятся разработчиками для выплаты, соответственно, сети Solana. Ну и третий момент, для чего это все вводилось, это для стимулирования реинвестирования токенов в игру. Вполне логичная схема, все как мы тоже обсуждали, все понятно. Вот. Единственное, да, что они ведут сначала стейкинг, вот, и вместе со стейкингом они уже сделают комиссию за вывод. Я на самом деле очень жду стейкинг прямо в приложении. Стейкинг, если кто не знает, это получение процентов на владение своими токенами, да, за то, что они лежат у вас на кошельке. Вот, ну, в данном случае не лежат. Если эта функция будет внедрена в само приложение, то они будут просто лежать. Возможно, она будет нажать на какую-нибудь кнопочку, что я вот блокирую свои токены, да, на какой-то определенный срок и не буду ими пользоваться. Вот, это будет максимально удобно. Сейчас эта функция, она реализована на двух биржах, это Gate.io и Ascendex. Процент с стейкинга на Ascendex 170 за годовых. Вот, на Gate.io, по-моему, 50 или что-то около того, боюсь ошибиться. Вот, но для этого нужно, соответственно, вынуть токены из приложения и пополнить эти самые биржи и залочить там свои токены на Ascendex на 2 недели, на Gate.io, по-моему, можно их и так разлачивать. Далее подняли вопрос по багам. Что там по багам? Ну, если баг, то пишите в поддержку. Поддержка — это в приложении в правом верхнем углу. Заходим и нажимаем там связаться с поддержкой. Саппорт называется. Вот, сразу же подтягивается ваша версия приложения, все, что у вас есть, да, и ну, вся необходимая информация для
оказания первой помощи котам. Вот. Ну и, собственно, пишите все туда свою проблему и помогаете тем самым улучшить приложение и все сделать по кайфу. Поэтому, если есть какой-то баг, если вы видите, то пишите в поддержку правый верхний угол support. Ну, еще сказали то, что кучу багов мы разгребли, мы молодцы. Ну, действительно, вероятно, все работает, потому что, судя по сообщениям в нашем чате, да и в официальном чате, проблем у людей становится гораздо меньше. Вот. Но в основном все проблемы, они были сопряжены с Android, потому что там очень-очень много разных версий прошивок, да, устройств. Вот. У нас же айфоны, с айфонами все просто. Я вот с момента релиза игры особо багов-то и не наблюдал. Вот. Но если у вас Android, то замечательные новости, все быстро и довольно оперативно решается. Следующий вопрос, который поднимался в AMA-сессии, которая прошла, это куда делся Walkin из App Store, да, когда он там появится. Напомню, если кто не знает, Apple пропал с App Store уже порядка недели. Пользователи не могут найти приложение Walkin через поиск App Store. Вот, что, естественно, тоже влияет на качество, на количество скачиваний приложения. Ответ был следующий примерно, что приложение Walkin попало в определенный фильтр у Apple, да, но все как бы уже вроде как пообщались, утрясли, там вискарик поставили, короче, все вопросы утрясли и все в принципе окей. Вот, но если серьезно, то в поддержке у Apple тоже есть определенный график, да, определенное количество обращений. Вот. В принципе, они подтвердили, что убрали из поиска, эта вся история неправомерная, да, и все будет окей. Вот. Но надо просто подождать, и все появится. Теперь что по лутбоксам, да, стоит ли их ждать, будет ли лотерея? Да, лотерея будет, стоит их ждать, поэтому ждем. Вот. В этом месяце, сентябре, либо уже в октябре, но вот в ближайшем месяце, в принципе, в смысле календарных дней, стоит ожидать лотерею. Следующий вопрос касался у нас выхода на новые биржи, потому что новый листинг — это новый пиар, да, и новые, соответственно, пользователи в игре. Вот, что положительно будет влиять на цену токена. И если кратко по ответу, то есть следующие моменты. Первый. Контракты с многими биржами уже лежат в папочках, они уже готовы. И остается только запуститься. Но запуститься когда? Когда закончится медвежка и будет уже плюс-минус хотя бы чуть-чуть благоприятное настроение на рынках. Также, забегая чуть-чуть вперед, в конце AMA-сессии опять поднималась эта тема и уже сказали, что в ближайшие недели можно ждать какой-то вкусный сюрприз по поводу нового листинга. Возможно, наконец-таки Walkin залистится на Binance. Это та история, когда с камеры обычно присылают в личку, что вот листинг идет, на Binance заполни форму. Да, пользуюсь случаем, как на поле чудес. Напоминаю всем, что не надо ни в коем случае не заполнять никакие формы, никому сливать свои данные, потому что вы просто потеряете своих котов и свои токены. Разработчики никогда не пишут в личные сообщения, поэтому остерегайтесь тех, кто целенаправленно хочет с вами как-то повзаимодействовать, связаться, да, и получить ваши данные по игре. Ну, а что касается листинга, не знаю, Binance это не Binance, но обещали что-то интересное, что-то вкусное. Вот. Ну и по поводу контрактов с блогерами и рекламных кампаний, тоже, в принципе, все уже довольно готово, что-то уже начинает откручиваться, да, то, что мы обсуждали не так давно на канале и не так давно в телеграм-канале. Вот, ну, в принципе, история довольно неплохая. Далее я задавал вопрос по поводу того, есть ли какой-то сейчас контроль токена, да, и вообще есть ли фокус, даже не то, что контроль, есть ли вообще, смотрят ли они за ценой токена, интересно ли она им вообще, вот, или они, допустим, просто создали токен и пустили его на самотек, потому что он выполняет свою главную функцию, это связующее звено, да, в приложении. Вот. На что был получен ответ, что такой
немного завуалированный, наверное, или еще какой-то, что цену токена мы не контролируем, да, мы не делаем какие-то экспансии в виде закупки монет. Правда это или неправда, решать, наверное, должен каждый сам, посмотреть на график токена и принять уже для себя решение. Вот, потому что от этого тоже стоит делать определенные выводы. Вот, с одной стороны, если они говорят, что мы не заходим с экспансиями и не выкупаем токен, да, то о чем это говорит? О том, что они не контролируют цену токена, и сейчас мы видим равноценную цену, да, в соответствии с рыночным предложением и спросом. Если это правда, то получается, что цена формируется только рынком, и разработчикам на токен ну, не то, что все равно, да, но в области фокуса он не лежит. Вот. И, соответственно, о чем это нам может говорить? О том, что при панике мы можем укататься очень-очень сильно, вот, ну и при большом-большом росте мы можем также значительно очень высоко улететь. Но мне, честно говоря, в этот момент верится очень с трудом, потому что, ну, наверное, в AMA-сессии, как официальная версия, говорить о том, что мы контролируем цену токена и мы тут главный манипулятор, наверное, никто не будет. А значит, ну, как минимум потому, что, да, мы с вами видели все вот эти вот пики, стены заказов, да, которые не давали опуститься токену слишком низко и не давали ему расти примерно в значениях 0.09. Вот, а значит что? А значит то, что мы видим сейчас, вот это вот снижение до 4,5 и дальше, ну, был прокол, а дальше сейчас держимся на 0,5. Вот, возможно, это тот уровень, который, собственно, и держат разработчики. Вот, во всяком случае, все об этом говорит. Следующий также вопрос был от меня. Что произойдет, когда мы достигнем определенного пика, до определенного лимита, когда у нас эмиссия токена она ограничена 2 миллиарда, но количество выплат оно будет превышать количество приходящих средств, да? Ну, то есть это, в принципе, логично, да, вот если берем STEPN, там бесконечная эмиссия, то есть разработчик берет на себя обязательство выплачивать токены GST. Вот. И я, в принципе, могу в это верить охотно, что у него это будет получаться, потому что эмиссия токена бесконечная, и выплачивать он его сможет. Вопрос только в том, сколько будет этот токен стоить. Да, а стоить он будет ничего, потому что сколько хочешь, столько его и выпускай. Вот. Во всяком случае, при данной модели игры. Вот. С Волкином у нас абсолютно другая история, да, и что мы видим? Мы видим то, что 2 миллиарда токенов, они конечные, больше их выпускаться не будет, плюс еще обещают сжигание из фонда Treasury. Тем самым мы так или иначе когда-то уже дойдем до такого момента, когда просто не будет не с чего платить. Вот. Естественно, он будет не скоро, вот, прогнозируют год, ну, минимум год, а то и 2, и 3. Вот, но год у нас есть в запасе. А дальше уже механик много, как решать эту проблему. Хотя это, наверное, уже не проблема, а когда весь токен на руках, это уже все-таки супер победа и счастье. Вот, причем для всех. Но какая вообще механика ожидается, да, что было озвучено? Первый момент — это то, что будут проходить бои между двумя персонажами, двумя котами и двумя владельцами, да, где они просто за участие будут скидываться. Сама механика уже, естественно, будет переработана, сама механика соревнований. Вот. И вряд ли это будет уже в таком виде, в котором мы сейчас это видим, но что-то будет уже близлежащее возле казино. Ну, то есть, где люди делают ставки, да, а казино, в данном случае приложение, в данном случае разработчики, получают уже процент от сделок, процент от соревнований. То есть схема очень довольно интересная. Самое главное, конечно же, это сделать довольно интересные механики, чтобы пользователям было интересно соревноваться, и они могли влиять сами на свой результат. Да. Ну и также не стоит забывать про рекламные контракты, да, то есть у нас есть одежда, напомню, и можно заключать определенные рекламные контракты с производителями одежды, что их одежда будет одеваться на котов. Соответственно, рекламодатели покупают
выплачивают комиссионные, да, выплачивают деньги за данный контракт. С этих денег покупается уже токен с рынка, и тем самым поднимается цена. Вот, в принципе, тоже схема очень-очень рабочая, она будет стимулировать экономику проекта. Ну и какое мое общее впечатление от прошедшей AMA сессии, да, наверное, такое немного холодно, мне кажется, зима близко, как бы это ни звучало, да, то есть, в принципе, очень много было интересных фишек анонсировано, но это не было из разряда, что, типа, чуваки, садитесь на ракету, сейчас полетим, все будет отлично. Вот, нет, наоборот, мне кажется, Константин просто вышел из какого-то своего рабочего процесса, ему сказали, что сейчас вот через 2 минуты начинается AMA, он такой залетел и, в принципе, разложил все по полочкам. Почему? Потому что они... Ну, то есть я о том, что ощущение такое, что ребята реально работают, и нет такого, что вот загоняете быстрее, сейчас там полетит все, сейчас все поедет. Нет, ребята работают. Я считаю, что это тоже замечательно, потому что все мы с вами видели ребят, которые выходят, говорят, что это ракета, садитесь, полетели, вот, и люди, не разбираясь в проектах, залетают и теряют, собственно, свои деньги. Вот, тут мы видим интересный проект, подтверждение это тому, что столько людей реально интересуются, реально вкладываются, да, в него и вовлекаются в обсуждение самого проекта, потому что, почему? Потому что сама механика и сама токеномика очень-очень интересная. Вот, и сам стиль подачи, да, то есть приложение очень качественное, очень понятное, очень интуитивное. Вот, всем интересно за этим наблюдать, поэтому давайте смотреть, подписывайтесь на YouTube канал, на Telegram канал, ссылка в описании, и давайте смотреть, что же дальше нам предложит проект Walkin и его создатели. Поэтому с вами был Алекс, пока!